Всем привет-привет, с вами Лаврентьева Алена, и сегодня у нас остатки ногтей. Я не знаю, как это по-другому назвать, потому что вот на этом пальце практически не видно ногтевой пластины. И это стандартный случай деструктивного клиента, девушки, которая грызет ногти и очень сильно от этого страдает. Ну и забегая вперед, хочу сказать, что она была у психолога, она в курсе, что нужно туда сходить. Психолог ей сказал, что надо просто нарастить ногти. У меня все. Вот, ну ладно, это если коротко, но на самом деле это история о том, что не то ей посоветовал психолог, это ей посоветую я, мастер маникюра, потому что я могу сделать так, что ее не очень симпатичные сейчас ногти станут более визуально привлекательными, но проблему это не решит, потому что проблему нужно действительно решать в кабинете психолога. А мы здесь с вами столкнемся с такими проблемами, как очень сухая кожа, высокие валики и практически не двигающаяся с места кутикула. То есть я ее буду двигать такое бесчетное количество раз, и столько раз я буду поднимать ее фрезами, и она просто не хочет сдаваться вообще прям нам никак. Такое бывает, особенно если это руки мамы, если это руки мамы активной, которая занимается детьми, возит их на кружки, которая занимается домом. Конечно, она имеет постоянный контакт с водой, с бытовой химией, у нее много дел, и руки там играют, конечно, не последнюю роль. Естественно, этими руками она постоянно что-то делает. И вот такой вот результат. Плюс еще постоянно нервничает, что-то открывает, что-то отгрызает и никак не может эти ногти отрастить. Конечно, ей не нравится их внешний вид, но, собственно говоря, поэтому ко мне и приехала. Девушка эта из другого города. Давайте посмотрим, что же в итоге мы с ней сделаем. Мы, кстати, будем сегодня наращивать. То есть не просто обработаем, а именно сделаем наращиваем, то, что запрос был, сделать ногти там, где их нет. Но, как видите, их очень сильно нет, и когда я увидела безымянный палец, я подумала, блин, а на что же я там буду вообще наращивать? То есть там настолько мало этой ногтевой пластины, что кажется, что зацепиться не за что. Поэтому сегодня будем использовать весьма спорный, нестандартный способ нарастить на такие ногти. Я сегодня буду использовать гелевые типсы, полноразмерные. И, кстати, типсы будут не от Именьки. Я пошла и заказала на Wildberries другие типсы в 2 раза дешевле. Сейчас как раз покажу, чем они отличаются, зашли они мне или не зашли. Но вы в конце не забудьте оценить результат. И если вдруг нас смотрят люди, которые имеют похожее состояние ногтей, я хочу вам сказать, что эти проблемы, они решаются. Это все можно поправить, но нужно будет приложить усилия и обязательно сходить к специалисту, которого зовут психолог. Вот шутки шутками, а на самом деле всех этих людей, которые грызут и ковыряют ногти, объединяет какая-то повышенная тревожность, какое-то недовольство собой или ситуацией, иногда близкими. В общем, это проблемы, которые можно и обязательно нужно решать, потому что вам после этого станет легче. Ну а мы возвращаемся к нашей эстетической составляющей, потому что я в первую очередь мастер маникюра, я подолог, я человек, который занимается красотой и здоровьем ногтей на ногах и на руках. Сегодня у нас руки, и вот здесь вы уже наблюдаете процесс первого среза кутикулы, потому что их там будет сколько-то, и конца и края там этой кутикулы не будет. Я отодвинула кожу, прошлась уже фрезами некоторыми, и вот здесь во время среза я понимаю, что кожа прям очень-очень твердая. То есть у меня было такое ощущение, что я прям не совсем с руками работаю, что-то ближе к ногам. И это нормально, что кожа в таком состоянии, потому что, как я говорила выше, это мама, активная мама, которая занимается своими детьми, и, конечно же, она готовит им еду очень вкусную, она убирается дома, взаимодействует с бытовой химией, а это значит, что это агрессивная среда для ногтей. Что это означает? Кожа, воздействие химии, воздействие воды, постоянное механическое воздействие, плюс еще то, что она грызет эти ногти, кожа это воспринимает как постоянное нападение. Ей ничего не остается, как стать тверже, как стать жестче, как прилипать сильнее к ногтям. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем. То есть это такой стандартный общий признак для деструктивчиков, именно сухая, грубая кожа, обильная
обильно наросшее на ногтевую пластину. Это абсолютная норма, если вы грызете ногти. И, кстати, хочу сказать, что это точно пройдет, кожа будет вести себя по-другому, если вы ногти эти грызть и ковырять перестаньте. Вот такой у нас промежуточный результат. Я никак не могла отодвинуть эту кутикулу, и если обычно я с грызунишками работаю в таком лайт-режиме, когда я постепенно из процедуры в процедуру их осторожно вывожу в нормальное состояние кожи, то так как здесь девушка приехала из другого города, у меня не было возможности провести с ней несколько приемов. Я знала, что у меня есть только один шанс, и мне нужно было как минимум порадовать ее за эту процедуру. Поэтому, конечно, я полезла глубже, но вам делать так не советую, если вы хотите сыграть в долгую. И я хотела этой девушке за одну процедуру дать максимум результата, потому что именно такой у нее был запрос. Она хотела сделать ногти там, где их нет. И вот после иного количества обработок мы можем наблюдать, что ногтевая пластина уже, ее хотя бы видно, да, это уже какой-никакой результат. Конечно, на безымянном пальце там еще пока все это висит в воздухе, вопрос остался открытым. Ну а здесь вы наблюдаете попытки зашлифовать с помощью фрезы синим поисковым микрофон хотя бы как-то эту кутикулу. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот результат. Я не скажу, что он вау какой классный, но он относительно неплохой, учитывая те данные, которые у нас были. Дальше шлифовать и что-то делать мы не можем, потому что кожа уже красная, видите, то есть дальше уже нельзя. А вот и обещанные типсы с Валберес. Я загуглила и нашла типсы в 2 раза, а то и больше, что-то там за какие-то несерьезные деньги, в общем, дешевле, чем наши с Именькой типсинки. И пришла мне вот такая коробка, она без ячеек, там на палочках типсы. И я вот не очень люблю такие вот фасовки на палочках не оторванные, потому что они потом все отламываются и валяются как попало, и вообще непонятно, где какие размеры. Но, тем не менее, типсы и типсы. Сейчас померим и будем наращивать. Я примеряю на самый сложный пальчик, на безымянный, выбираю типсу размер в размер, то есть не как верхнюю форму с запасом, а именно, чтобы все было в стык. И я выбираю нарастить здесь без отступа. Внимание, то есть я поставлю типсу прямо в стык к кутикуле, то есть пространства не будет. И да, это не самый носибельный вариант, но где-то неделя на 2 этого достаточно. Я не могу поставить типс ниже, потому что там нет ниже, там есть только вот то, что у нас осталось. То есть если я поставлю его там на самый-самый кончик, то держаться будет, в общем-то, не на чем. Конечно, у нас не будет полной длины, не будет вот этого всего, что есть на гелевой типсе, поэтому мы ставим сейчас под кутикулу практически в стык, там, не знаю, называйте как угодно, короче, туда. Вот так это выглядит. Сейчас присушим с помощью фонарика. Да, база вытекает, это все выглядит именно так, и другой возможности сделать здесь нет. Кто-то сейчас напишет, надо было гелем, надо было акрилом, может и надо было. Но я считаю, что с грызунами работа с гелевыми типсами, она очень хорошо заходит по причине того, что гелевый типс, он имеет равномерную толщину по всему своему, по всей своей поверхности. И мы таким образом избавляемся от вероятности того, что у нас будет трещина в точках вроста. А здесь эти точки, между прочим, самые-самые опасные, потому что валики уже подняты, ногти утоплены вовнутрь, и подставлять форму это будет пытка. Делать на полимерной нити гель будет выдавливаться. В общем, я выбрала вот такой способ. Я считаю, что он здесь будет оптимальный. И срезаю всю лишнюю длину с помощью ножниц. По поводу гелевых типс могу сказать, что пластик ощущается, режется по-другому. Вот прям какие-то другие ощущения. Они такие более жесткие, они менее эластичные в зоне крепления, но тем не менее пробуем, и у нас будет результат. Не вау, но тем не менее какой-никакой результат. И чтобы не давать лишней толщины, так как ноготочки достаточно широкие, мы прямо на гелевую типсу наносим сразу тонкий слой базы, для того, чтобы была сцепка, и дальше топ с эффектом. Топ с эффектом у меня от Имени, это, наверное, один из моих любимых вариантов, и сразу делаем на него втирку этим же топом, и топом антивандал, простите, закрываем, и вот наш готовый вариант. Как бы неплохо, я считаю, напишите свое мнение в комментариях, работа была очень-очень сложной, я не помню, сколько часов мы провозились, с тех пор уже прошло месяца, наверное, 1,5 где-то. В общем, эта работа была выполнена в том году. Девушке я подарила на домашний уход увлажняющее масло.
порекомендовала ей заменить вредную привычку ковырять на полезную привычку увлажнять. Это, кстати, очень хороший, классный лайфхак. Вот так ногти выглядят торец, достаточно тонкие получились. Пожелаем ей удачи в комментариях, я знаю, она будет смотреть.